После обновления до eFootball 2024, я думаю, вы заметили, что Konami немножко изменили свой подход к предоставлению контента, будь то паки, ивенты, разного рода кампании, награды за них, ну и в общем все то, что мы получаем с каждым оперативным обновлением в четверг. И стоит отметить, что по сравнению с 23-й частью изменений более чем достаточно, и не все из них произошли в лучшую сторону. И сегодня именно об этом я и предлагаю поговорить. Наткнулся на очень интересный и расписанный пост по этому поводу. В целом, я очень даже согласен с автором, а поэтому хотелось бы озвучить его точку зрения, ну и немножко дополнить ее своей. Поэтому буду крайне рад услышать ваше мнение в комментариях под этим роликом, ну и также не забывайте поддерживать его своими лайками. А если вы здесь впервые, то, конечно же, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Первый пункт касается паков, а если быть точным, то паков наподобие дерби, селекции, где было представлено 8 игроков и 3 крутки. И ведь правда, еще в августе, до релиза 24 части, как минимум, я еще могу припомнить пак клубной селекции по тому же мадридскому Реалу, однако после обновления до 24 части они напрочь пропали. А про дерби паки вовсе говорить не приходится, их не было уже очень и очень давно. Не сказать, что они прям несли какую-то ценность для большинства игроков, но для тех же недонатящих игроков, где представлено 8 игроков, это был хоть какой-то, но немного конкретный пак, потому что, опять же, люди, которые не донатят в игру, у которых не так много монет, они не могут открывать те же Big Time паки, эпические паки и подобного рода паки в виде дерби паков, селекций, они были какой-то отдушиной, можно сказать. И, в принципе, я сам любил открывать эти паки, и немало игроков прошли через мой состав именно из этих двух паков. В то же время в донатных паках наподобие эпических и, опять же, тех же Big Time'овских паках появились дополнительные улучшенные версии карт, а именно хайлайт карточки. И есть подозрение, что это небольшая замена. Ну, точнее, не то чтобы даже замена, а просто некая альтернатива, которая представлена не в виде отдельного пака, а вместе с другим донатным паком. Следующий момент касается не самых высоких рейтингов в команде недели. Под этот пункт можно подвести несколько моментов, которые были замечены по ходу игры, а именно, опять же, уменьшение рейтинга в команде недели и в целом изменение баланса предыдущих карточек из команды недели. Я это ощутил на себе, на примере Салаха, который был в команде недели, а именно его карточка центрального форварда с очень даже неплохими статами. И спустя полгода игры я начал замечать, что Салах какой-то, ну, не такой. После чего у меня, да и у других игроков, на основании их опыта возникло впечатление, что Konami в лишний раз нерфят подобные карточки, делают их не то чтобы неиграбельными, но не такими имбовыми, как они были раньше. Но это все, конечно же, субъективный момент. Что же касается рейтингов, то по сравнению с рейтингами тех или иных игроков, которые были в команде недели в прошлом году, появились в этом году, рейтинги и вправду пониже. Может быть, Konami просто так видит их выступления в том или ином матче, или просто они считают, что уже и так была сильная версия этой карточки, поэтому сильнее делать они не собираются. Но факт остается фактом, что у большинства игроков, которые появлялись в командах недели, что в прошлом году, что в этом году, рейтинги заметно отличаются, и в прошлом году рейтинги были повесомее. Третий пункт этого импровизированного списка — это формы за голду. В принципе, все это дело мы не так давно обсуждали в отдельном ролике, поэтому вкратце. С появлением кампании, посвященному Хэллоуину и Дню Мертвых, Konami добавили отдельные формы в качестве отдельных наборов за 500 золотых монет. Кто-то в этом не видит ничего такого, у кого-то в лишний раз сгорела задница. Я же считаю, что это просто странное решение со стороны Konami, учитывая, что они добавили отдельную вкладку для приобретения форм в том же магазине поинтов. Учитывая, сколько ретро-комплектов они делают для демонстрационных роликов, когда выпускают те или иные эпические и Big Time карточки, все эти комплекты они могли бы продавать как за те же монеты, ну или хотя бы за розовые очки eFootball. А так получается, что они форму выпускают крайне и крайне редко, и когда выпускают, теперь, судя по всему, будут их выпускать за золотые монеты. Ну, положение дел не очень, мягко говоря. Следующий момент касается слабых партнерских паков. Уже неоднократно мною было замечено, как люди в комментариях, неважно в наших соцсетях, в других соцсетях, жалуются на то, что в этом году клубные партнерские паки выдались крайне слабыми по сравнению с прошлогодними. То есть отмечается, что скиллы, представленные у этих версий карточек, не сильно отличаются от других версий, будь то команда недели или каких-то других паков, в которых эти карточки с этими игроками также присутствовали. Недовольство также распространяется и на главных тренеров, которые по своей сути, ну не сказать, что имеют какой-то особый смысл. Да, конечно, у них есть свои небольшие бусты, у
них одни из самых высоких цифр по отношению к тому или иному стилю, но с другой стороны, если сравнивать с теми же Гвардиолой, Клопом, которые являются одними из самых дорогих специалистов в этой игре, то разница, ну не сказать, что существенна. И напрашивается вопрос, а стоит ли это своих 1500 золотых монет? Ну и в завершение можно отметить не самые сильные, ну или, так сказать, не самые интересные номинальные паки в новом сезоне. Если оглянуться назад, то, в принципе, за весь новый сезон в eFootball 2024 мы успели получить 3 номинальных пака, а именно новые капитаны, новая глава и Golden Boy. Последний пак можно отметить самым слабым, потому что подбор игроков, конечно, далеко не самый известный, но в этом вроде как и суть Golden Boy'ов. Но проблема заключается не только в этом, а в том, что у половины из этих игроков банально отсутствуют геймфейсы. Ну а другая проблема этого пака заключается в том, что другая половина банально, ну, не сказать, что понадобится вам в составах. Например, Гравенберг, он был крайне хорош на старте игры, но сейчас, ну, такой себе вариант, учитывая его нестабильную физформу. Коломуани вроде бы неплохие рейтинги, но в игре он из себя ничего не представляет, то есть даже скорее деревянная моделька, хотя опять же цифры вроде неплохие. Ну и что касаемо остальных номинальных паков, то скорее всего можно отметить только новую главу, как интересный пак и по подбору игроков, и в принципе по их рейтингам. Например, для тех, кто так и не смог выловить Биллингема в паке команды недели, могли забрать его за номинальный контракт. Ну а также в лишний раз усилить свои фланги быстрыми Ансу Фати и Чуквезе. Что же касаемо пака новые капитаны, это далеко не худший пак из числа номинальных, но с другой стороны он не сказать, что несет прям много смысла. То есть кому нужен Серхио Роберто, кому нужен Данило, Начо. Это варианты только для тематических сборок. А что касаемо Лаутаро Мартинеса с Бруно Фернандесом, которые тоже присутствуют в этом паке, но это далеко не самые сильные их версии. И если их брать, то только если у вас их не было в составе ранее. Подводя итог по всему ранее сказанному, хочется опять же вернуться к началу ролика и отметить, что по сравнению с 23-й частью все-таки изменения, но произошли. И произошли не в лучшую сторону. В лишний раз складывается ощущение, что Konami обходится малой кровью, касаемо предоставления нового контента. Большую часть времени они ничем не занимаются, и банально там за день до оперативного обновления они быстро клепают эти самые паки, эти самые карточки. Особо не вдумываясь, как оно будет смотреться в игре, насколько хороши эти будут карточки. Самое главное, упор идет на донатные карточки. Эпические, биг тайм карточки с этими новыми бустами. Остальное все не важно. Ссылку на оригинальный пост я оставлю в комментариях под этим роликом, потому что весь ролик я на него, по сути, и ссылался. Ну и, конечно же, буду рад узнать ваше мнение в комментариях по всему ранее сказанному. Согласны ли вы с этим, или же наоборот не согласны? Может быть, изменения, по вашему мнению, произошли в лучшую сторону? В общем, пишите. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на соцсети, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.